привет! На канале было уже две пары наушников от компании Anker, Live P2 и Liberty R2. Одни подешевле, другие подороже, и в принципе с учетом своей стоимости и те были прям в порядке. Так что, как вы и просили, а в комментариях, наверное, раз 50 писали про эту модель, но у меня все как-то не складывалось. Кстати, да, я всегда читаю ваши комментарии, поэтому если есть что-то на примете, всегда welcome. Так вот, обзор Liberty 2 Pro. Судя по всему, в компанию ее позиционируют как флагман, ну и, видимо, не только по звучанию. Основные фишки: поддержка кодека aptX, беспроводная зарядка, неплохая такая автономность, ну и самое главное, надпись на коробке гласит, что Liberty 2 Pro пришлись по вкусу аж 10 продюсерам, удостоенными премии Грэмми. Ну, прям заинтриговали. Упаковку в Soundcore это подразделение Анкера всегда делают не просто на отвали, а прям душу вкладывают. Ты, конечно, купишь наушники и закинешь ее куда-нибудь подальше на полку, но вот это первое впечатление все равно приятное. К тому же внутри положили просто дохренелён амбушюр и манжет разного размера, хотя мне и подошли вообще стандартные. Ну и, конечно, первое, что ты замечаешь, стоит открыть коробку, какие огромные наушники. Реально громилы. Первые пару секунд на них смотришь вообще в опаске, не решая вставить в уши, но тут, конечно, все индивидуально. Конкретно в моих, наверное, не самых больших ушах они сели прям хорошо. То есть не давят, не упирают. Естественно, про шапку зимой можешь забыть, потому что они выпирают. Вообще наушники вот такого размера можно еще как-то объяснить, если в них было активное шумоподавление, но его тут нет. Что-то мне подсказывает, что эти великаны подойдут, ну, наверное, процентом 10 людей, остальные 90 куда деваться. Качество сборки у Анкера всегда было хорошее, поэтому кейс в форме мыла такой тоже собран неплохо. Крышка очень непривычно открывается, движением большого пальца нужно ее сдвинуть, но что удивительно, она не люфтит, и ход у нее прям такой приятный, фиксируется в конце. Сдвинул крышку, наушники сразу подконнектились к телефону, можно еще заметить на наушниках небольшие диоды, но во время воспроизведения они не мигают. Как у Liberty R2, у Liberty 2 Pro, в этих названиях можно запутаться. Так вот, в Liberty 2 Pro тоже можно из Play Market или из App Store скачать фирменное приложение, через которое можно наушники обновить, поиграться с эквалайзером или настроить действие по нажатию кнопки. К самой кнопке вопросов нет, когда ее нажимаешь, не вдавливаешь себе наушник в ухо, ну и настроить можно все. Самое главное, треки переключаются, музыка регулируется, что еще надо. Также есть функция с интересным названием Hear ID, которая типа настраивает звук под тебя, но как и в других наушниках этой компании, применения ей я не нашел. Там суть в том, что в течение 3 минут тебе включают звуки разные, ну скажем, высоты, и когда ты их не слышишь, нужно нажимать на кнопочку. Но в моем случае мне слышно все звуки, поэтому под меня он как-то по-особенному не настраивается. Если тут есть владельцы Анкеров, напишите в комментарии, зашла ли вам эта функция. Вот когда смотришь на этих громил, почему-то автоматически думаешь, что в них все будет хорошо. Например, микрофоны. Явно место в них должно было найтись для нормальных, ну... Если честно, микрофоны весьма средние, то есть стойкое ощущение какой-то рации или, я не знаю, там трубы, все немного так хрипит, но если музыку включить... Музыка как бы немного уходит на задний план, но она все равно слышна, и качество речи вообще не очень нравится. Вообще странная ситуация. Так, давайте музыку выключим. Были Live P2, у них были очень крутые микрофоны для их стоимости, потом Liberty R2 дороже, микрофоны хуже, и теперь фактически флагман компании еще дороже, но микрофоны для флагмана как-то вообще расстраивают. Чередуем. Теперь плюсы. Связь держит офигенно, не прерывается даже если на кухню уйти. Автономность, ну на коробке написано 8 часов, по факту связки с S20 получилось 5 часов 56 минут. Это не рекорд, конечно, но очень солидно. К тому же на максималке они лупят так, что не горюй. И по отдельности тоже работают. А теперь минус. Задержка. В YouTube ее нет, но в играх, если в шутеры любите поиграть, тут не вариант. Обычно делаю замеры даже с цифрами, чтобы понять, какая именно задержка. В этих хватило одной катки в Call of Duty, меня там подстрелили из снайперки, я уже умер, а потом услышал чей-то выстрел. В общем, не для игр. Но мы тут все-таки не ради игры, а ради звука. И вот 10 продюсеров, которые указаны на коробке, на самом деле не соврали, потому что звучат эти великаны круто. Бас жирнющий, не такой мощный, как в Jabra Elite 75T, но все равно очень плотный, и мне, как человеку, который любит, чтобы он вот прямо обволакивал тебя, по этой части они зашли. И глубина, и объем по низким частотам прям очень хорошо. Середина чистая, вообще без намека на глухоту, и неплохая, прям хорошая детализация. А высокие, я вот знаю, есть люди, которые прям ловят кайф, когда высокие делают, ну, примерно так. Эти наушники для вас. Вот как по мне, с ними небольшой перегруз, они хорошо выражены, но немного песочат. Обычно я все эти эквалайзеры обхожу стороной, но здесь залез в то самое фирменное приложение, и больше всего мне зашел пресет во вкладке «Профессиональный» от дядюшки Buck Snow. Он немного подубирает так высокий, получается вообще хорошо.
Ну и самое главное, цена. 10 тысяч рублей они стоят, если покупать в нормальном магазине с гарантией. На Алиэкспрессе сейчас я их не нашел, но, по-моему, когда-то они там продавались тоже тысяч за 8-9, то есть примерно 130 баксов. Короче, ровно столько же, сколько стоят наушники Studio FM, которые мы разыгрываем. Чтобы принять участие, нужно всего лишь подписаться, поставить лайк и написать комментарий, более подробно по ссылке внизу. Для сравнения, те же Jabra Elite 75T сейчас можно найти за 12 тысяч. В общем, после нелегких раздумий получилось так, что Anker Liberty 2 Pro залетает на второе место рейтинга всех наушников на канале, который, как всегда, можно найти в описании. Первое место за Jabra Elite 75T, и тут уже вопрос предпочтений. То есть субъективно по гармоничности Liberty 2 Pro более сбалансированные, то есть тут тебе и жирный бас, крутая середина, и для любителей высоких они тут тоже есть. И вполне возможно, что именно они кому-то зайдут больше Jabra, и это нормально. Jabra меня пленила тем, чего я вообще от нее не ждал. Такой проработки низких, как там, я еще не слышал, поэтому для меня первое место все же за ними. Но Liberty 2 Pro реально наступают им на пятки, потому что музыку слушать в них чистый кайф. Реально приятно критиковать, чем я обычно всегда и занимаюсь, но тут звук хорош. Но вот вид и размеры наушников мне вот все-таки реально не очень нравятся, непрактично. Так что тут, как всегда, дилемма. Пиши в комментарии, что думаешь про Liberty 2 Pro, я знаю, тут есть их владельцы, ставь лайк, если было полезно, ну и, конечно, подпишись. А на сегодня все, до встречи в следующих видео, пока.